Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Представьте себе обычный вечер. Экран телефона загорается, уведомление всплывает тихо, и вдруг появляется имя Чунгук в Verse. Без тизеров, без расписания, без каких-либо намеков. Просто спонтанная трансляция, которая мгновенно заставляет миллионы армии остановиться. В считанные секунды тысячи людей подключаются, ждут, спрашивают, что же происходит этим вечером. И вот Чунгук появляется в обычном худи, слегка растрепанными волосами и усталым, но теплым выражением лица, как человек, который только что пришел домой и хочет поговорить с самым близким. Он слегка улыбается, улыбкой искренней и настоящей, которая сразу смягчает сердце. «Я просто соскучился по разговорам», — говорит он. Но армии знают, если Чонгук выходит в эфир без плана, за этим всегда что-то скрывается. С течением времени атмосфера трансляции меняется. Это уже не просто легкая беседа или привычные шутки. В воздухе появляется что-то таинственное. Короткие паузы, задумчивые взгляды, будто он тщательно обдумывает что-то важное. Армии замечают это молниеносно. Комментарии начинают заполнять экран. Ты хочешь что-то сказать? Почему ты так задумался? И, конечно же, это о Тихионе? И именно в этот момент все меняется. Улыбка Чонгука резко становится шире, не обычная, а та, которая появляется, когда кто-то случайно касается самого сокровенного. Смущенная, многозначная улыбка, словно говорящая: «Вы слишком хорошо меня знаете». Никто не был готов к тому, что случилось дальше. Никто не ожидал, что этот будто обычный вечер превратится в один из самых громких, эмоциональных и шокирующих моментов года для всего армии. Потому что в ту ночь Чунгук не просто рассказывал, он раскрыл то, что почти никогда не говорит. Честное, глубокое, теплое признание о человеке, который занимает в его жизни особое место – Киме Тихёне. И это признание не просто потрясло армию, оно всколыхнуло весь фандом, оживило воспоминания, динамику и химию, по которым так скучали миллионы. Вот полная история. История о неожиданном эфире, случайной откровенности и отношениях двух друзей, которые оказались теплее, чем мог представить кто-либо. Добро пожаловать в рассказ, который потряс весь армию. Это тот самый момент, когда Чонгук, наконец, заговорил. Вечер, который начинался как самый обычный, Чонгук внезапно появился в Weverse Live. В своем уютном худи, с немного растрепанными волосами и мягким голосом человека, который просто скучал по теплу общения, он приветствовал армию. «Я просто соскучился по разговорам», — сказал он тихо. И с первых секунд эфир стал почти интимным. Комментарии начали заполнять экран, поклонники спрашивали, как он себя чувствует, восхищались его внешностью и подшучивали о других участниках. Чонгук только слегка улыбался, той самой улыбкой, когда он что-то скрывает. Но в середине эфира произошло резкое изменение. Чонгук замолчал, опустил взгляд, словно обдумывая что-то непредусмотренное. А армии сразу поняли, что-то не так. Комментарии стали настойчивее. «Джей Ки, что случилось? Ты хочешь что-то сказать?» И, конечно же, это о Тихионе. Как только это имя появилось на экране, Чонгук широко улыбнулся, той самой выражающей смущение, как будто его поймали на хранении секрета. И именно тогда все началось. Неожиданное признание, которое взорвало весь фанго. Спокойным, но многозначным тоном Чонгук сказал: «Вы знаете, несколько дней назад я встретился с Тихионом. Одного этого предложения было достаточно, чтобы интернет взорвался, но Чонгук не остановился. Он рассказал, что Тихион любит появляться неожиданно, внезапно написать, внезапно позвать пообщаться, внезапно предложить встретиться. «Но мне это нравится», — сказал Чонгук, смущенно улыбаясь, «потому что он заставляет меня чувствовать себя как раньше». Чат заполнился комментариями, но Чонгук становился только откровеннее. Он признался, что сказал Тихиону, что скучает по нему, по их вайбу, по шуткам, по той энергии, которая появляется только когда они вместе. Сказав это, Чонгук закрыл лицо руками и рассмеялся. «Почему я говорю это в прямом эфире?»
Но самое трогательное прозвучало через мгновение. Тихим голосом и серьезным взглядом Чонгук сказал: «Тихий он как дом, с ним спокойно». Армии буквально замерли, а затем взорвались комментариями. Чонгук продолжил, что несмотря на то, что они редко появляются вместе из-за занятости, их связь никогда не менялась. Он рассказал, что в моменты усталости Тихён мог неожиданно написать, словно чувствуя, что Чонгуку нужно присутствие друга. Иногда ему не нужно много говорить, достаточно просто быть рядом. Видя бурную реакцию армии, Чонгук засмеялся. «Вы сейчас, наверное, паникуете, да?» Он прочитал комментарий «We miss Taekook moments» и легко ответил: «Мы тоже скучаем по этим моментам». Более серьезно он добавил, что у Тихиона есть свой особый способ появляться именно тогда, когда это важнее всего. И Чонгук это очень ценит. Эти слова только подчеркивали, что их отношения не просто дружба, а глубокая эмоциональная связь. Ближе к концу эфира Чонгук мягко посмотрел в камеру и сказал: «Не волнуйтесь, у нас все хорошо. И, возможно, вы снова увидите нас вместе однажды». Армии снова взорвались комментариями, полными надежды и радости. Чонгук засмеялся. «Если Тихион увидит этот эфир, уже поздно. Я все сказал». Он помахал рукой, пожелал спокойной ночи и завершил трансляцию теплой улыбкой, оставив миллионы фанатов в шоке, нежности и восторге. В этот вечер Чонгук не просто делился историей, он открыл часть своего сердца, показал редкую, искреннюю близость между собой и Тихионом, то, что он почти никогда не демонстрирует так открыто. Это было честное, неподготовленное признание, которое взорвало соцсети, новости и все армии по всему миру. И вот это история, которая потрясла армию всего за одну ночь. Чонгук со всей своей искренностью, без плана, без сценария, приоткрыл двери в отношения, о которых мы могли только догадываться. Теплые, честные, основанные на глубоком взаимопонимании отношения, которые не требуют постоянного присутствия на публике. Их связь ощущается всегда, даже в тишине. То, что он сказал о Тихионе, это больше, чем рассказ. Это напоминание: за огромными сценами, за плотными графиками, за вниманием всего мира они остаются людьми, которые берегут связь, созданную годами, связь, которую не сломают ни расстояние, ни время, ни разные пути. В этот вечер Чонгук не просто развлекал армию, он согрел сердца миллионов, скучавших по простым, искренним моментам между ним и Тихионом. Он показал, эта близость никуда не исчезла, она просто ждет своего времени, чтобы вновь проявиться. И для армии этого более чем достаточно. Достаточно, чтобы успокоиться. Достаточно, чтобы ожили надежды. Достаточно, чтобы улыбнуться, зная, что их связь так же крепка, как и всегда. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилась эта теплая и неожиданная история, не забудьте поставить лайк, подписаться и написать в комментариях, какой момент заставил вас мурашиться больше всего. До встречи в следующем видео только на K-Pop Talk Universe, месте, где рождаются самые лучшие истории. До скорого и берегите свое сердце, армия, потому что следующий большой момент может случиться в любую секунду.